Почему любит, но уходит. У каждого из нас, конечно, была первая любовь. А потом, возможно, и вторая. Говорят, что Бог дал нам возможность влюбиться по-настоящему всего 3 раза. Но в жизни, как говорится, бывает все. Смириться с тем, что от тебя ушел человек, с которым у тебя действительно случилась большая любовь, тяжело и не всегда бывает возможным. Но была ли любовь? Если и была, то почему же она закончилась, ушла, и кажется, что уже больше никогда не вернется? Так ли все трагично на самом деле? Любовь – это главная ценность. Все побеждает любовь. Истинная любовь не проходит. Всю эту череду фраз мы слышали с детства. Все это нам знакомо, и говорить о любви можно до бесконечности. Да, я верю в настоящую любовь. Она есть. Она существует. И это замечательно. Влюбленных и любимых, нашедших свою вторую половинку, видно сразу, с первого взгляда. Но и тем не менее могу сказать, что любовь – это не самое главное и еще не все. Почему, спросишь ты? Наверное, каждый из нас может привести примеры, когда, казалось бы, благополучные влюбленные пары разваливались, как хеопские пирамиды. И если это были даже самые настоящие чувства влюбленных, они разводились и исчезали из поля зрения друг друга. Увы, так бывает. Чувство любви им не удалось сохранить. Многим знакома ситуация, когда вроде бы все идеально, складываются отношения и сердце наполнено любовью. Кружится голова, и в душе поселилась весна. Но вдруг что-то обрушилось, сломалось. Почему же закончилась любовь, прошли чувства? Когда заканчиваются такие отношения, почти каждый задает себе вопрос: почему же это случилось? Что пошло не так? Ну что же, будем разбираться в этом вопросе вместе. Я расскажу тебе, почему это происходит. Ты сейчас все узнаешь сам. Ну что, поехали. Самое главное, нужно понять несколько простых вещей. В отношениях каждый должен чувствовать, что он нужен партнеру. Не потому, что у него мешок с деньгами, Мерседес последней модели и вилла у самого пляжа в Испании. Он должен понимать, чувствовать, что ты его любишь и ценишь. В мужской психологии живет жажда признания. И если женщина этого еще не заметила, не поняла, знай, что мужчина обесценивает свое существование. Оно становится бессмысленным, а душа просто умирает. Поэтому не забывай, что чувство нужности – это именно то, что удерживает мужчину в отношениях с женщиной. Если же он понимает, что она его не ценит, то как бы сильно он ее не любил, все когда-то закончится. Он просто уйдет. Конечно же, твое внимание к мужчине не может ограничиваться тем, что по любому поводу нужно говорить «спасибо», «пожалуйста». Ты просто должна ценить его от всей своей души за все. За то, что он есть, за то, что он с тобой, за то, что он делает что-то для тебя. И да, в жизни всякое бывает, и не все может совпадать так, как хотелось бы. Возможно, иногда кажется, что и хвалить-то не за что, и сказать нечего. А вот это и есть самая невероятная ошибка. Пусть что-то не сложилось, и результат не тот, но изначальные его намерения были же позитивными. Он же хотел как лучше что-то сделать для тебя. Я часто беседую на темы о том,
почему случилось расставание, сломались отношения. Кстати, абсолютное большинство призналось в том, что они уходили от своих женщин, как только переставали чувствовать себя нужными. Смысла быть вместе уже просто не было. А может быть, ты просто изменился? Конечно, когда два человека становятся друг другу близкими и родными, все вокруг меняется. Меняются и сами люди. Солнце светит ярче и теплее становится на душе. Эти отношения стабильные, ровные, что, конечно, совсем не значит, что теперь все и всегда будет так, как хочется. В этом случае, как кажется мне, стараться, чтобы было хорошо, нужно еще больше. Причем обоим. Да, поддержание памяти о первых чувствах, которые мы испытываем в самом начале отношений, дает возможность хранить каждому из партнеров ту самую искру, которая вспыхнула в сердцах влюбленных. И, конечно, никак нельзя пренебрегать уходом и за собой. Кстати, многие думают так: ах, если я вышла замуж, то теперь уже можно, глубоко вздохнув, успокоиться, расслабиться и перестать заниматься своей внешностью. Вероятно, это происходит потому, что считают, что любовь никуда не денется. Конечно, никто не просит тебя быть всегда при полном параде, но все же не забывай о себе и старайся быть той женщиной, которую хочет видеть твой возлюбленный. Ты же сама будешь чувствовать себя увереннее, нужной, и твой мужчина постоянно будет чувствовать к тебе интерес. Это же просто здорово. Кстати, неплохо бы проводить параллель, вспоминать между тем, как ты вела себя, когда он в тебя влюбился, и как ты ведешь себя сейчас. Я скажу, что мы, мужчины, прощаем многое, в том числе и старение или лишние килограммы. Это жизнь, это все нормально. Но чего простить мы не способны, так это безразличие и апатия в отношениях. И когда вдруг возникает холодок в отношениях, мужчина чувствует, что ты с ним несчастна. Охладевают отношения, охладевает жизнь. Кстати, это напрямую связано с базовой потребностью мужчины в том, чтобы быть нужным. Грубо говоря, логика такова: если ты с ним несчастна, значит, он тебе не нужен. Поэтому он уйдет от тебя, какой бы ты красавицей ни была. А вот если ты ценишь все, что он для тебя делает, он начинает чувствовать собственную значимость, нужность. И тут мужчина начинает испытывать желание в развитии, чтобы стать еще лучше, еще нужнее. И это все для тебя. Но мой тебе совет: не жди, что делать тебя счастливой должен он, что это его обязанность и прерогатива. Если ты так думаешь, то в этом мало хорошего. И если ты попросту не замечаешь его присутствия или его действия для тебя, и он понимает, что ты и без всего этого счастлива, он тебе просто не нужен, конечно, он уйдет, оставляя за собой пепел прежней любви. И если ваше общение – это сплошной негатив, приводящий к раздумью, к стрессам, такие отношения начинаются казаться сплошным бременем, кошмаром. Увы, так бывает. Это происходит, когда оба партнера рассматривают свой союз как единственно возможный источник счастья, вместо того, чтобы подпитываться позитивом извне и приносить его в дом, в семью. Поверьте мне, женщина, которая намеренно ждет, чтобы ее сделали счастливой, становится для мужчины обузой. Она просто теряется в его чувствах. Кстати, среди мужчин почти нет невротиков, потому что логика мужчины предельно ясна и проста. Нужно избегать плохого и развивать хорошее. Так думает мужчина. Как говорится, в жизни всякое бывает. Да, у всех бывают нелегкие времена. Но если негатив и вечные проблемы стали вашей повседневной реальностью, надо принимать меры. В противном случае будет очень сложно сохранить отношения, оставаться вместе.
Мне кажется, что у пары должны быть одни цели. Может быть, когда-то давно ты решил, что любовь переживет все преграды, но не всегда все получается так, как нам хотелось бы. Главное, надо сразу уяснить, что разные взгляды, ценности – это одни из самых непреодолимых преград. Только по этим причинам разваливаются семьи, пары, люди расходятся в разные стороны. Можешь даже не сомневаться, рано или поздно даст о себе знать это разногласие, несовместимость взглядов. Один мой хороший приятель ушел от своей возлюбленной за пару дней до того, как собирался сделать ей предложение. Увы, так случилось. А ушел по одной из причин несовместимости взглядов. Она очень красивая женщина, но у нее была страсть покупать всякие безделушки и мелочи. Тратила очень много денег на пустяшные вещи. А мой приятель, напротив, в этом отношении был расчетлив и сдержан. Он чувствовал себя уверенно, когда, как говорится, за душой у него были накопления. В этом вопросе они не сошлись. И поэтому, как пара или семья, увы, они не состоялись. Но, на мой взгляд, надо было найти компромисс. Но, как я узнал позже, никто не хотел уступать. К сожалению, так случилось. Кстати, разница жизненных целей может проявляться во всем: в желании или нежелании детей, в их количестве, в выборе городского или сельского жилья, в вероисповедании, покупке авто или квартиры. Конечно, здорово, если партнеры заранее обговорят свои взгляды на жизнь, сойдутся в компромиссном решении. Тогда все получится, все будет хорошо. Есть еще одна причина, почему уходят от возлюбленных. Есть такие, кто постоянно пытается переделать своего партнера. Кстати, это самая большая ошибка всех женщин, которые вступают в отношения с мужчиной, создают семьи или еще пока живут вместе, дружат. Такие отношения нацелены на разрыв. Это когда-то произойдет. Как бы деликатно ни поступала женщина в отношении передела своего мужчины, попытки слепить из него того, кем он по сути не является, а еще хуже, того, кем он просто не может или не хочет быть, мужчина все равно заметит, почувствует, что ты пытаешься его сделать другим. Мой совет: не пилите своих мужчин. Оставьте их в покое такими, какие они есть. Не давите на них. Дайте ему возможность развиваться самому, стать лучше. Иначе, если он ощутит чувство неполноценности, ненужности и даже чувство вины, жди беды. Все может измениться, и далеко не в лучшую сторону. Кстати, если ты не чувствуешь себя самостоятельной и эмоционально зависишь от своего мужчины, то подобные отношения становятся просто невыносимыми, токсичными. И когда в этом смысле они созреют, будет взрыв в отношениях. В этом случае вряд ли будет возможным сохранить отношения, семью. И еще эмоциональное насилие – это очень нехорошо. Это большой грех. Цените здоровую независимость в отношениях. Развивайтесь самостоятельно. Это только поможет вносить в отношения пары новое и интересное. Кстати, мужчины не всегда могут и способны объяснить, что им что-то не нравится. Они просто интуитивно чувствуют, ощущают это и молча уходят. Увы, так бывает. Мой тебе совет: если ты ощущаешь, что ни одна из этих причин, о которых я сказал выше, не подходит конкретно к твоей ситуации, может, стоит подумать о том, что он просто недостаточно любил тебя. В жизни бывает так, что человеческие отношения не всегда поддаются логике или какому-либо вразумительному объяснению.
Но что известно точно, так это то, что если люди действительно любят друг друга, они всегда найдут компромиссы, будут бороться за свой союз. По моему мнению, просто любовь – это еще не все. Далеко не все. Мы не можем вычеркнуть из отношений как совместимость, характеры, взгляды на жизнь. В свои чувства нужно вкладываться каждый день. Как только ты перестанешь это делать, все станет рушиться, ломаться, потому что во всем есть своя логика. Пазлы должны сходиться. Надо просто знать и всегда помнить, что мужчины не уходят просто так. Они уходят в момент, когда уже ничего не спасти. Увы, такова жизнь.